хороший. Да, просто он ревнушечка. Да, ты хороший. Ты хороший. Сколько лет мы с тобой знакомы? Жуть вообще. Кошмар. Кошмар. Столько не живут уже. Столько не живут. Свинина, а что, тебя не гладят, да? Подошла, чтобы гладили. Шпикачка. Иди скорей. Скажи, да ну тебя, ты там Фрост. Нет, конечно, тут Фрост. Какая свининочка моя, свининочка. Вика, годи. Молодец. Вот радости. Просто вот рад гостям всегда. Почему я не такая? Какая? Не такая. Ласковая. Да. А потому что надо брать у проверенных заводчиков. Да не, успокойся, станет она, скорее всего, такой. Ну, возможно. Возможно. Надо было брать. А может и не станет. На самом деле, на моей памяти у меня только один кун был вот такой неласковый. А сейчас, когда у меня стали котята вот от Барби, от Мелиссы братья тоже такие пишут, кто взял, типа, ничего себе, говорит, у нас, ну, у кого есть там породные кошки, говорит, мы первый раз видим таких ласковых. Я говорю, ну, рука профессионала. Шпикачка, иди сюда. Шпикачка. Фрост. Ты, конечно, уже все промелел. Не, ну она была примерно до 1,5 лет. Ну, она тоже ласковая была, но она вот прям так не лезла. А после родов прям начала лезть ко всем. Ласковая она всегда, конечно, была и прям интересовалась. Ну, видите, сегодня сколько гостей. Да. Конечно. Фрост. Конечно, ты главный. Все, на ручке. Ну дай я шпикачку потрогаю. Немножко. Ты мокрый, Фрост. Ты гулял. И теперь этими вот руками на меня. Все лезут. Нет, ты просто заняла ее место. Она там спит. Она причем, видишь, что конкретно ее место. Она не рядом легла, она тебя двигает потихонечку ногами. Да, скажи, можешь погладить меня? Вот так вот. Да ладно, да. Нет, вот садись вот рядом. Тогда все нормально. Видишь, как прилегла. Скажи, у меня свинья спит на диване. Да. Но свинья хоть не лезет. Это нормально. Слушай, она не лезет, у нее нет шерсти. Это вообще идеальное домашнее животное. У нее копытца тоже не шерстяные, их легко помыть. Что это у нас? Что это было? Разбудили. У меня, видите, какие гости. Сейчас еще припрягу шашлычок делать. Дождь на улице, холодно, так холодно. Не бойся, не бойся, не бойся. Шашлычок это был не намек, нет. Нет, это Говорит, был... помню, я был тут один шашлычок, а теперь нету. Дай за щечки тебя потрогаю. Вот поразительная свинка. Я не знаю, вот у Кати завелась свинка. Я очень давно не видел. Нет, Катя! Вот Катю я не видел давно. Я не помню уже, когда я здесь был. Но давно, несколько месяцев. Месяца 2 не было. Но когда я увидел встречающую меня вместе с собаками вот эту вот лающую штуку, я решил, что это что-то новенькое. Знаете, как голландские козы такие вот пополам черно-белые. И тут Катя говорит, это вьетнамская свинья. Я говорю, какая вьетнамская свинья? Я этих вьетнамских свиней видел тогда, когда про них вообще никто ничего не слышал, потому что это же аборигенные свиньи в Юго-Восточной Азии. Такие вот щекастые, пузатые, пузо по земле волочится. Но со щеками и тут уже все хорошо. Да, Довольная свинотень. И морщинистая морда. И они черные полностью. Но, видимо, это... Да ладно тебе, не обижаю я тебя. Не Всё. обижают, не обижают, Хозяйки. не обижают, не обижают. Хозяйки. Ну, я просто сказал про вьетнамских свиней, которые аборигенные во Вьетнаме. Никто их не кормит, не любит. Они ходят вокруг деревень, ходили, по крайней мере, раньше сами по себе находили еду. Ну, может быть, даже малоаппетитные какие-то подробности, но местное население единственное, чем подкармливало этих свиней, это тем, что, простите, по утрам они ходили куда-нибудь в сторонку в кусты, и свиньи за ними ходили гуськом, потому что, ну да, это малоаппетитные подробности, но тем не менее свиньи питались всем тем, что выпадает из вьетнамцев, и все нормально. И если вьетнамец пьяный где-нибудь упал, могли вьетнамцам Но они попытаться. небольшие, они все-таки такие вот, ну, там 70, максимум до 100 килограмм. Вьетнамцы, вьетнамские свиньи, поэтому вьетнамцами нет, вряд ли. Но они черненькие и морды очень складчатые. И, кстати, я буквально на днях закончил 2-ю книжку. Да ладно, ну что, ух, ладно, спинку чешу. Да, и Женя мне уже показал картинку, там будет картинка с вьетнамскими свинками черными. Да, в стойбище племени Эде, как мы
немножко спойлер, как целое стойбище перекапывало свои огороды в поисках лягушек для меня. И вот там мы как раз бегали на перегонки с вьетнамскими свинками. Картинка такая есть. Хороший художник рисует с текста. Вот вам вьетнамские свинки. Свиньи вообще странные существа. Я же тоже когда-то давным-давно держал мини-свинку. Она была не такая мини, как сейчас. Это был конец 90-х, наверное, самый. И мини-свинка была, ну, побольше, наверное, принцессы. Такая, побольше. Побольше? Да, побольше она в итоге выросла, такая большенькая. Но, вы знаете, Катя говорит, это идеальное животное. Это прекраснейшее животное, лучшее животное для квартиры. Она такая умная. Ну, я не говорила для квартиры. Нет, она действительно умная очень. А есть же люди. С месяца ходит в туалет, она такая чистая, не пахнет, с ней не сыпется шерсть. Есть только один маленький минус. У свинок, вот мой опыт общения с моей мини-свинкой, которая жила в квартире тогда, у свинок абсолютно железный пятачок. Просто железный. Он мягенький, не верьте ему, он мягенький. Он железный, он мягенький, такой. если она хочет, чтобы его гладили. Но если она хочет поддеть плинтус, Она это становится сделает. каменным. И плинтус отлетает, как от гвоздодера, Да, просто да. вот на раз. Тынц, и какими бы шурупами вы его не прикрутили, она его оторвет. Если розеточки на невысоком уровне поставлены, розеточки мы тоже подденем. Моя свинка что делала? Мне ничего не делает такого. Было очень, ну у тебя кафель, а у меня был линолеум. И моя свинка упиралась пятачком и зубами скребла вот так линолеум. И я думал, ну как, ну невозможно же ничего сделать с линолеумом. Он на полу ровный и твердый. Так вот, она ухитрялась в одном месте делать так долго до тех пор, пока не ухитрилась зацепить его зубами и оторвать первую полоску. Это произошло как раз, когда ей было месяца 4. Все. Дальше линолеум в течение нескольких дней превратился в сплошные лохмотья. Ну, как-то вот так. Но вообще свинки, да, они чистые. Они... Главное, что, вот я повторюсь, мы входили в калитку, и навстречу бежали собаки, и среди собак бежала свинка. И тоже пыталась гавкала. тоже лаять, да. Они умные, конечно. Красивые. Вот, а реснички какие. У меня, правда, видишь, она боевая, она вся в шрамах, ее уже приходилось один раз зашивать. А кто ее? Собака. Они спорили из-за косточек. Я не знаю, за что спорили, но сейчас она уже гоняет и эту собаку, и всех. Она вообще такая, она задирает всех собак, всех это. С ней только Фрост не конфликтует, а все остальные начинают ей отвечать, и у них начинается бойня. Просто тогда она была маленькая, и собака просто схватила ее, как бы вот здесь вот, вот эту часть. А свинья же не может, как котенок, расслабиться, она вырывалась, и там нормально так порвало. Вначале мы когда клеили, потом в итоге зашивали, шрамы остались. Ну и вообще она вся такая, видишь, побитая. Но она каждый день с кем-нибудь вот начинает... При этом вполне довольная жизнью. Она довольная жизнью, да, она выясняет отношения постоянно с кем-то, она такая боевая, с мягеньким пятачком. Да. Ну, очень красивая. Прям. Мне очень классно. И главное, мне очень нравится смотреть. Лягушка. То, что шерсть вот не просто резко пополам, да, а белая шерсть Заходит. заходит на эту полоску Да, и да, делает вот окантовочку такую. Юбочку, прямо да. Потрясающую. Классно, классно, очень здорово. Нет, по окрасу прямо чудесная. Я иногда тоже думаю, как было хорошо. Со свиньей? Со свиньей, да. Это было... Нет, это было интересно, она действительно умная была. Но я ее потом принес в детский зоопарк, которым тогда руководила. Она была многие годы любимицей детей. Женя мне рассказала очень классную вещь. Оказывается, Евгений собирается на Новую Гвинею. И собирается там отснять... Я не боюсь папуасов, они хорошие. Да. И собирается отснять уникальный материал, уникальный фильм из скольки, ты говорил, серий? Ну, сейчас минимум 15, вообще 18 роликов запланировано. 18 роликов про просто удивительно нетронутый мир, нетронутую природу, то есть то, что находится там, невозможно увидеть нигде. Собственно, и туда очень проблемно добраться. Вот. И Евгений разместил свой проект на планете, правильно же я понимаю? Да, на краудфандинговой платформе. Потому что надо это сделать. Надо это сделать, потому что все же понимают, что он не сможет вечно оставаться нетронутой. К сожалению. К сожалению, да. И это, конечно, очень крутая идея. Вы можете поддержать ее. Я вам оставлю ссылку. Чего такое, шпика?
А тут я сел на ее место. Говорит, как это не тронуто? Говорит, а как же, а ты тронутая останешься? Тебя потрогали. Да. Она вспомнила. Я же говорю, я на ее месте сижу. Да. Вот, и я Молодец. вам оставлю обязательно ссылку на этот проект. Зайдите, пожалуйста, посмотрите, и если есть у вас такая возможность и желание, обязательно поддержите Евгения, потому что, конечно, это будет уникальный материал, уникальные животные и люди. Я скажу. Да? Можно? Да. Немножечко. Друзья, там все написано. Но для тех, кто думает зайти, не зайти, в чем, собственно, фишка? Я не зооспасатель. Вот тот, кто бывает у меня на канале, знает, я не зооспасатель конкретно, да? Но я говорю о том, что с миром вообще беда. Реально беда. Большинство людей об этом не просто не знают, а вообще не хотят об этом задумываться. И я пытаюсь уже многие годы рассказать о том, что, друзья, нужно чуть-чуть по-другому относиться к миру. Но, чтобы хорошо относиться к миру вокруг нас, о нем нужно знать. Нужно понимать, какой он красивый, какие вокруг животные, что они нуждаются в том, чтобы мы сохраняли этот мир. А сохраняли, я очень часто слышу вопрос, ну подумаешь, исчезнут какие-то звери. Друзья, нет. Это не подумаешь. Дело не только в том, что они исчезнут. Ну, во-первых, это аморально для нас, да, если они исчезли, какие-то животные, они невосполнимы. Но мир, он очень сложный. Он состоит из миллиардов и миллиардов различных кусочков. И если мы эти кусочки начнем терять, то в конце концов мы просто теряем нашу собственную среду обитания. А где мы будем жить? Мы вымрем тоже. Поэтому я давно уже пытаюсь, ну вот по каким-то крупицам, по песчиночкам убеждать людей в том, что мир замечательный, да, ну, мы можем обойтись без очень многого. На самом-то деле мы должны быть чуть-чуть бережнее, иначе все поломается. Правда? Поверьте, это так. Это не я говорю, это говорят люди, которые в этом понимают. Но ученых еще мало слушают. Кушать хотим. Да, вот в основном что-то мир кушает. Да, кстати, уже многие виды, особенно рептилии, уже просто исчезли с лица Земли. И их Благо, больше не будет. И больше не будет, да. Благо, если какие-то успели сохраниться в коллекциях, но, к сожалению, не все успевают и не все приживаются. Вот обязательно перейдите по ссылке, почитайте про проект и поддержите Евгения, пожалуйста. Да. Вот так вот. Вот. Она соглашается. Потому что свиньи, ну, по крайней мере, во Вьетнаме и на Новой Гвинее, это тоже часть биоценоса. А, кстати, там тоже свиньи живут? Да. Там свои какие-то? Да, кабаны. Ну, и такие длиннорылые, там маленькие кабаны. Маленькие? Маленькие, они меньше. Это мини-пиги. Или очередные мини-пиги. Я тебе скажу, что во Вьетнаме, вот в горных каких-то деревнях, там свиньи, они вдвое меньше взрослые, вдвое меньше вот этой. Да? Там есть совершенно потрясающие популяции, потому что в горах мало еды, их никто не кормит вообще. Там взрослые вот такие вот свинки есть. То есть это просто восторг. Аборигенные вот такие вот свинки, типа вьетнамских, вот они такие же, пузо по земле, все, ну вот такие. Там килограмм, не знаю, ну 10. Вот. Мир очень интересен, чего в нем только нету. А мы об этом не знаем. Надо знать. Это интересно. Меня все спрашивают, почему у свиньи хвостик Не вьется. не вьется. А почему? А я не знаю. И я тоже. А ты, я, честно у говоря, вьетнамских, Нет. мне кажется, у них прямые нет, все. прямые хвостики и все, да. Никаких. Мне кажется, это пород. У него, кстати, видела, у них такая приплюснутая здесь хвост. Да, да. А кисточка, это чтобы можно было вьетнамцу бриться. Помазок. Уже готовый. Эх, хорошо кормишь. Прямо вот, прямо шпикачка, она шпикачка и есть. Прямо, да. Вот это та ситуация, когда толстенькая, такая красивая. Да, у меня красивая свинья. Хорошая, шикарная, просто. Шикарная свинья. Но я заводить не буду, нет. Все. Это как я говорю, что никогда, а потом... Никогда. Эти животные всегда оказываются у меня. Даже
Слушай, ну, да, я согласен. Я тоже часто говорю, все, хватит, а тут вот оно все что-то появляется и появляется. Без этого как-то не очень живется. Ну, даже без свинины, я как бы... Да, да, без бобра, да, Катя? Вот без... Ну, смотри, Да, а что ты делаешь-то? Толкается. Она ничего себе толкается, она меня выкинет сейчас с дивана. Перестань толкаться. Толстая, хорошая свинина. Это уже не пузик, это уже пузик. Кстати, ты знаешь, что свиньи способны размножаться уже с полугода? Да, знаю, поэтому Ты у меня можешь- только одна свинья. Я Ты не можешь хочу уже размножаться. разводить. А что с ними потом делать? На шашлык? Я не могу. Да, как-то у нас. Я не смогу, если они у меня вырастут. И плюс, если она родит, получается, надо ее в сарае. Не будешь же нужно дома здесь рожать и этих свинотельцев. Будешь выкармливать, она их тебе отдаст. Но как нет, все. хватит. Да, Нет, и все, и спасибо. будешь сидеть с этими свиньями. А что делать? Я думаю, ты знаешь, как-то так у нас всегда случается. Не, она классная. Мне нравится корова. Я наоборот жду, когда она чуть постарше стала, и ее стерилизовать. Потому что у свиней, в отличие от самцов, от мальчиков, у них, в общем, мальчиков чем раньше, тем лучше. Там можно прям без наркоза, хотя мы все равно как бы, ну, обезболивали все это. Я дело. знаю, я сельский ветеринар, Да, я да, занимался этим на фермах. Вот, а свиней, говорят, нужно попозже, потому что у них там типа половой орган, то есть они сейчас как бы слишком глубоко находятся и Ну, сложно да. добраться, да. А потом они типа с возрастом подспустятся и будет проще. Да. Вот ты думал, да. На самом деле, ко мне все гости приходят, и у меня много животных, там и бобры, все больше всего свинья заходят. Ну, она Рыси, хорошая. пума, все такие, о, свинья, пятачок, слушай, какой классный. А я тебе скажу, вот как ни странно, ведь на самом деле, друзья, вы, наверное, сами согласитесь с этим. Нас больше всего привлекает то, что хорошо знакомо, но то, с чем мы не очень часто сталкиваемся. Я помню, как я первый раз попал в зоопарк. Мне было года 4, наверное. Мама мне говорит: Женя, смотри, слон, слон. И показывает что-то вдали, что-то такое. Козочки. А я говорю: мама, смотри, воробьи, воробьи. Они прямо под ногами. И вот когда вот эти воробьи, которых я где-то видел, они там летали, тут прямо под ногами, вот воробьи для меня были наиболее интересны. Больше, чем слон. А тут тоже какая-то там рысь, пума, мы их вроде бы знаем, но они вот какие-то такие. А тут настоящая свинья! Потрогать. Кто трогал свинью? Да почти никто. Нет. У Комова. Ну пойми, Облетается. мы с тобой нестандартные немножечко, да? Мы Не, ну кто в ущербные деревнях, люди. кто в деревнях живет, они как Вот, бы это, а из тех, бабушки, кто, дедушки, из не твоих знаю. гостей, как много людей, Ну да, которые немного, трогали немного. свинью. Ну про свинью-то все знают, боже мой, свинья. Не, просто обычно все воспринимают, типа, свинья такая грязная, тебе приходит, ой, она такая прикольная, такая мягенькая, чистенькая. То есть, Да. а у нее нет необходимости в грязи как бы валяться, она не скажет, что прям ищет грязь. Ну, слушай, в грязи они валяются из-за насекомых, которые там. Ну, это Ну, нормально, да. да. Так, Они ну, снимают довольно клещей, от чистотой. оводов защищаются, а так нету насекомых, и хорошо. Холодильник. Да. Помните анекдот, когда американская делегация фермеров приезжает в российский колхоз, ну и ходит, смотрит, как что происходит там. Ну, председатель колхоза заранее всем говорит, чтобы там, чтобы все было у нас хорошо. Фермеры американские приезжают. Ну, в один двор заходит, во второй, в третий, да, здорово, все так интересно, все. Кто-то козочку там гладит, кто-то коровку доит. В один двор заходит, а там свинья на деревянной ноге. Он говорит: ничего себе, что это такое? А вы понимаете, говорит председатель, наши фермеры, они так любят своих животных, что если происходит какое-то несчастье, то они всячески о них заботятся. Вот свинка сломала ногу, и пришлось ногу ампутировать, но вот хозяин ей приделал костылик, а она теперь, значит, вот ходит вот так. Ой, говорит, как замечательно, да, фермеры американские в восторге, да, какие прекрасные у вас люди. Ну, выезжает делегация, председатель в этот двор, говорит: Кузьмич, ты что, обалдел, что ли? Тут американцы, а у тебя свинья на деревянной ноге скачет. Ты что творишь? Слушай, говорит Васильевич, ну мне что, из-за одного холодца целую свинью бить? Вот. Как-то так. Ну, кстати, реально можно жить. Ну, нет, это было анекдот. И Катя такая оценивающая, так, ну вполне. Катя, я тебе Шашлык скажу не люблю, место, а вот- где рульки по 10 рублей.
Я Башару покупаю, Башар все время ест кашу с рульками. Я холодец не буду готовить неделю, слишком долго. Ну, не важно. Да, вот по 10 рублей, если что. Не трогай свинью, она мне нравится. Свинья очень хорошая. Вот так. Ну ладно, наверное, мы Да. все рассказали. Даже анекдот. Вот. Переходите по ссылочке. Да, обязательно Я переходите. я думаю, что это будет интересно. Всем, кому интересна природа, кому интересно животные, я постараюсь сделать это интересно. А у тебя на когда этот проект запланирован? На ноябрь. Все это достаточно долго. Проект закончится, сбор на поездку закончится через месяц. Сама поездка будет в ноябре, потому что это сезон, когда нету дождей, когда можно с техникой свободно передвигаться, когда море спокойное, потому что это еще и море. Это обитатели моря, потрясающие обитатели Да. мангровых зарослей. Какие там голожаберные моллюски. Боже мой. Синие, белые, желтые, красные. Чего только там нету. Но это интересно. Поэтому ноябрь и после Нового года уже начнут выходить ролики. Потому что возвращение перед Новым годом. Вот. Ну и подарки там какие-то тоже предусмотрены. Да, переходите. Кстати.